Здравствуйте, друзья! Появление животных и цивилизация Плеяд. И снова Хаукола. Каждый день я узнаю что-то новое и стремлюсь делиться этим с вами. Ссылка на статью в описании. Сегодня я познакомлю вас с юмористическо-фантастической книгой Георгия Бореева «История гуманоидных цивилизаций Земли». Автор Георгий Бореев. Появление теплокровных животных. Четвертая подраса лемурийской расы заселила все острова и материки. В то время Высшим Советом Сириуса было разрешено вселяться в тела людей Земли многочисленным душам животных с Фаэтона. В этот переходный период некоторые анормальные отпрыски третьей расы стали сочетаться с самками теплокровных животных, оставленных лирианцами. Они породили массу страшных чудовищ, смутно напоминавших человека. Тогда эволюция человечества в очередной раз стояла на грани катастрофы. И опять на помощь пришли космические учителя – веганцы, сириусяне и андромедианцы. Они воплощались в тела людей Земли, становились царями, жрецами, учителями лемурийской цивилизации. 7 великих кумаров – прибывших тогда с Венеры на Землю, сами не являлись венерианцами. Они прибыли сначала на Венеру с Сириуса с той же целью – для руководства развитием венерианских цивилизаций. После падения третьей расы, когда в результате браков людей с животными Земля заселилась невиданными человекообразными чудовищами, грех лемурийцев утвердился в крови землян, как закоренелый порок. Тогда для обуздания неуемных страстей на Венере были спроектированы вирусы венерических заболеваний. От них большая часть зверолюдей и лемурийцев четвертой подрасы вымерли. То потомство тварей, что появилось от человеческих и животных родителей и не вымерло, со временем мутировало. Так появились предки травоядных, медведей, свиней, обезьян миоценского периода. Теплокровные животные на Земле являются потомками людей. Цивилизация Плеяд. Хотя лирианцы в то время являлись богами для туземцев, но их история складывалась не менее драматично. Когда-то они бросили липкий дом, чтобы не участвовать в военных конфликтах Лиры. Заселяя нашу планету, они наивно думали, что спрятались от своих проблем. Но человеческие недостатки преследуют людей с еще большей силой, пока человеки бегут от них, пока они не повернутся к своей проблеме лицом. К сожалению, земные боги не искоренили свои агрессивные наклонности и постоянно затевали между собой кипучие ссоры и упрямые войны. В конфликтах инопланетян в качестве пушечного мяса выступало туземное население. После очередного ухода с планеты лирианцы-немезиды вновь заселили Землю. Под их руководством проходило становление пятой подрасы третьей расы. Между лирианцами произошла серьезная война, и половина пришельцев стала ушельцами. Ушельцы покинули Землю в поисках новой планеты, где можно было бы красиво жить и навсегда уйти от военных конфликтов. Эта группа беглецов обнаружила только что сформировавшуюся звездную систему – Плеяды, и заселила ряд ее планет. Следовательно, мы, земляне, являемся предками плеядианцев, которые прилетели к нам на планету и обучают сейчас нас, убогих и сирых, из 4 и 5 измерения. Колонизация лирианцами новых миров объясняет то, почему представители Плеяд внешне почти не отличаются от нас с вами. Длинная, как у гадкого утенка, шея, большие сострадательные глаза со зрачками разного диаметра, по-детски маленькие ручки, вытянутый огурцеобразный череп. Вот почти и все, чем внешне отличается плеядианец на московских улицах от среднего землянина. Беглецы с Земли долго искали причину своей сногсшибательной агрессивности, чтобы не ожидать повторения старой истории. Они обратились к своему внутреннему миру, а потом вышли на уровень высокой духовности с помощью разработанных ими йогических техник медитации.
Ушельцы развили также немыслимые научные технологии. Но это служило им только для постижения своей внутренней сущности. Вплоть до войны с цивилизацией Межзвездной империи Ориона плеядианцы не улетали со своих сказочно красивых планет. Вторая галактическая война. Оставшиеся на Земле лирианцы также построили технически передовую цивилизацию. Материковая Лемурия включала в себя в те времена огромные территории Южной Азии, Южной Африки, Южной Америки и океанов между ними. Прилетевшие боги увидели, что земные женщины не так уж и страшны, как себя малюют. Некоторые из лирианцев, самые нетерпеливые, осторожно попробовали жить с ними, и у них случилось потомство. Видя такой оборот, и остальные боги стали смело брать себе в жены дочерей землям. Так появилась раса сыновей богов. Но расцвет пятой подрасы длился недолго. Над планетой хищно закружили корабли из созвездия Орион. Рептилоподобные гуманоиды Ориона были более древними. Они ушли далеко вперед по сравнению с техническими достижениями лирианцев. Империя Ориона после ряда талантливых войн положила на лопатки 2 десятка звездных царств и конфедераций. Теперь же она ставила своей целью покорение всей нашей галактики, включая систему Сириуса. Великая галактическая война в то время разделила самые разнообразные цивилизации на 2 непримиримых лагеря, 2 идеи, 2 направления развития мысли. Лирианцы входили в первую конфедерацию гуманоидных рас, воюющих с рептилоподобными. В результате короткой, но яростной борьбы с десантом Ориона все колонии лирианцев на Земле были растрепаны, сожжены и уничтожены, а оставшееся в живых население расторопно бежало в подземные города. Орионцы же обосновали свои циклопические крепости и города на территориях современного Китая, Индии, Ирана и Ирака. Но после изящного вступления в галактическую войну цивилизации Плеяд, Орион был вынужден сначала оставить поле сражения над Антарктидой землянам, а затем с тяжелыми боями покинуть и остальные земные колонии и временно уйти с нашей старушки планеты. Это был отрывок из фантастической книги Георгия Бореева «История гуманоидных цивилизаций Земли». Ссылка на книгу в описании под этим видео. Спасибо за просмотр, дорогие мои. С вами был Домовой. Не забудьте оставить лайк под видео. А еще буду рад, если подпишетесь на мой канал и включите колокольчик для уведомления о новых видео. Всем пока, ребятки.